Марго и Денис познакомились в институте, где вместе учились на факультете журналистики. Их роман начался с безумных вечеров, проведенных за обсуждением книг и мечтаний о будущем. Они были молоды, полны надежд и уверенности в том, что их любовь сможет преодолеть любые трудности. После окончания института они решили пожениться, и их свадьба была настоящим праздником. Пышные цветы, улыбки друзей и обещания, которые они давали друг другу. Первые месяцы после свадьбы были полны счастья и радости. Однако вскоре в их жизни начали происходить изменения. Денис, который раньше был веселым и общительным, стал проводить много времени в компании бутылки. Сначала Марго пыталась его поддерживать, надеялась, что это лишь временная трудность. Но с каждым днем ситуация становилась все хуже. Денис уходил в алкогольные запои, а Марго оставалась одна, борясь с одиночеством и страхом за их будущее. Однажды, когда она узнала, что беременна, Марго почувствовала, что у нее появился новый смысл жизни. Она решила рассказать об этом Денису, надеясь, что эта новость станет для него толчком к изменению. Денис, услышав о будущем отцовстве, пообещал, что бросит пить ради ребенка. Марго была полна надежд и верила, что все наладится. Первые 7 месяцев Денис действительно сдерживал свое обещание, но затем старые привычки вновь одолели его. Он снова начал пить, и его агрессия возрастала. Он стал кричать на Марго, обвиняя ее в изменах, хотя она оставалась верной ему. Однажды в порыве гнева он выгнал ее из дома. На улице было холодно, снег хрустел под ногами, и Марго, упав на землю, заплакала. В тот момент она поняла, что больше не может терпеть. После этого Марго подала на развод и переехала к маме. Она была полна решимости воспитывать своего ребенка одна, и вскоре родила здорового мальчика, которому дала имя Артем. Каждый день она старалась дать ему все самое лучшее, окружая любовью и заботой. Прошло 3 года. Марго справлялась с трудностями и училась быть хорошей матерью. В один из обычных дней, когда она собиралась на прогулку с Артемом, на пороге ее дома появился Денис. Он выглядел изможденным, с заплаканными глазами и с просьбой о прощении. Он умолял вернуть его в свою жизнь, обещал изменить себя и стать тем отцом, которого заслуживает их сын. Но Марго, вспомнив все страдания и боль, которые пережила, лишь холодно взглянула на него. «Убирайся из нашей жизни», — сказала она, не желая больше слышать его слова. Она знала, что теперь у нее есть все, что ей нужно. Ее сын и возможность начать новую жизнь, свободную от старых оков. Денис, осознав, что потерял все, медленно ушел, оставляя за собой лишь пустоту и сожаление. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.